Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас лекция номер 4, которая называется «Любовь к себе» либо «Призма любви». Мы продолжаем раскрывать свое сердце. И в этой лекции мы будем учиться смотреть на мир через призму любви, либо через призму своего сердца. Это очень важно. На самом деле мы с вами не задумываемся о том, что большинство человеческих проблем, большинство проблем, которые есть в нашей повседневной жизни, они складываются и корнем является это непринятие себя, это отсутствие любви к себе и, конечно же, шаблонное мышление и паразитарная система, в которой вы находитесь, она говорит о том, что любить себя – это значит быть эгоистом. Все перемешано. И мы уже с вами настолько выросли, мы уже настолько опытные, что это должно быть очевидно абсолютно для каждого. Быть эгоистом и вообще эгоизм – это одна из ступенек как раз-таки принятия себя, одна из ступенек любви к себе. Через нее перепрыгнуть нельзя. Принятие себя и эгоизм. Потом следует еще махровый эгоизм, но он бывает не у всех. Просто на этой ступеньке эгоизма, то есть когда мы свои личные интересы ставим превыше интересов других. И это очень правильно. Почему? Мы уже с вами говорили на прошлых лекциях, что ты не можешь никому помочь, пока человек не решит помочь себе сам. Только каждый из нас способен помочь себе. Больше никто это не способен сделать. Эгоизм, он необходим как некая такая привычка, которая должна быть у каждого в его повседневной жизни. Потому что сначала я думаю о себе, сначала я думаю о своем комфорте, о своих интересах, о своем здоровье, о своем благополучии, а дальше я уже из излишка, который остается у меня после заботы о себе, о своих интересах, я этот излишек могу отдать, кому посчитаю нужным. Только так. Снимать с себя последние трули и отдавать последнюю плошку еды – это в корне неправильно. Это ты напрямую оказываешь вред своему существу. Это ты напрямую своему духу, своей душе, своему телу говоришь, что оно для тебя не важно, что для тебя важны все другие, кроме тебя. И от этого начинается огромное количество проблем. Это включает деструктивные программы, которые должны сказать тебе, что ты что-то не так делаешь, что у тебя неправильная позиция, что ты вредишь самому себе. Помочь себе решить свои проблемы, оздоровить свое тело, выйти из дефицитного состояния мы можем только лишь заботясь, принимая себя, обращая внимание исключительно на себя. Таким образом создается потенциал энергии, таким образом создается ресурс, который как раз-таки и позволяет человеку выйти из кризисных ситуаций. И в эти кризисные ситуации входит абсолютно все.
здоровье, личные взаимоотношения, личные любовные взаимоотношения, финансовые вопросы. То есть здесь заключено все абсолютно. И все благополучие человека, равновесие, баланс, он заключен именно в этом вопросе, в любви к себе. Что значит любить себя? Как я уже сказала, это в первую очередь свои интересы, свое здоровье, свое внимание направлять исключительно на себя, быть внимательным к себе, уметь отслеживать все, что попадает в твое поле, уметь отслеживать свое физическое тело, потому что абсолютно все те инструменты, которые у нас есть при воплощении, это энергетические тонкие тела, это физическое тело, это наши инструменты, которые сигнализируют и которые предупреждают нас о том или ином вторжении, благоприятном или негативном. И когда наше внимание направлено на себя, мы это можем легко отследить, и урон от этого будет минимальный. Более того, своим волевым решением, своим волевым действием, поскольку все в нашей власти, абсолютно все, что касается нас самих и наших инструментов, которые у нас есть, мы купируем это воздействие, выбрасываем из своего поля и отправляем восвояси обратно, откуда оно и пришло. Как это развивать? Как привить себе любовь? Ну, в первую очередь уже было сказано, что необходимо завести на повседневное применение похвалу и внимание к своему телу. То есть даже если вас не устраивает что-то в вашем теле, находите те части, находите то, что вам очень нравится, то, что вы любите, и каждый день, глядя на ручки, на ножки, на носик, ушки, что вам нравится, да, любуйтесь этим и говорите своему телу, какое оно у вас красивое, какие у вас красивые ножки. И из сердечной чакры в это время, да, когда мы это говорим, из сердечной чакры мы направляем на эти части, либо на все тело эту любовь, эту заботу и внимание. То есть мы представляем, что выходит луч света из нашего сердца, и этот луч света, он входит в те части, которые вам нравятся, по-честному, от души, открыто. И вы представляете, что этот луч света, он входит в эти части, и через эти части он проходит по всему телу. То есть он заполняет этот луч света все абсолютно ваше тело, физическое тело. Держите это состояние, как и прежде, 5 минут. Если сложно держать 5 минут, да, то можно повторять это несколько раз. И это должно войти в привычку. То есть каждый день, садясь после работы на диван или идя на работу, сидя в машине, оказывайте себе внимание, говорите своему телу и тем частям, которые вы любите, искренне любите. Это очень важно. И представляете, как выходит из вашего сердца луч света, и через эти части он наполняет все ваше физическое тело. Вместе с этим на привычку необходимо завести полный запрет претензий к себе, ругательных слов в отношении себя, такие вот я дурак, или вот я дура, или
тупая, да, или тупой. То есть вот эти уничижительные и оскорбительные слова и энергии не употреблять по отношению к себе вообще. То есть это у нас как бы самооскорбление, так скажем, да. Мы думаем, что таким образом мы от чего-то избавляемся, на самом деле нет. Мы ни от чего не освобождаемся, мы наносим себе просто катастрофический урон своему существу вообще в целом. И такие слова, как дура и тупая, или дурак и тупой, они очень зловредные. Они несут в себе громаднейший негативный потенциал. Они блокируют огромное количество энергий. Не то чтобы даже чакр, энергии блокируют, понимаете? То есть это заразная энергия, которую вы подсаживаете на самого себя. И каждый раз, когда вы это делаете, поймите, что если вы это завели себе на привычку, то каждый раз, когда вы это повторяете, а вы будете это повторять чаще, чаще и чаще, эта программа, которая подсела, которую вы к себе подсадили, она будет развиваться, она будет расти и все больше паразитировать на вас. Значит, вывести и запретить себе себя ругать, говорить о себе в уничижительном каком-то ракурсе и ловить. То есть вы уже на это способны, да, вы на это уже способны, поскольку вы умеете отслеживать и свои мысли, те энергии, которые окружают вас. Сейчас пришло время отслеживать, начинать отслеживать вообще в целом свою энергию в полноте. То есть запретите себе оскорблять себя и не позволяйте никому оскорблять себя никакими словами. Это очень важно. Итак, первое, что вы должны сделать, это запретить себе ругать себя. Отслеживайте это, выбрасывайте из своего поля и введите новую привычку – это хвалить себя. Это оказывать внимание и любовь либо всему вашему телу, если оно вам искренне нравится, если вы его искренне любите, либо тем частям, которые вам искренне нравятся. Вы представляете, что луч света из вашего сердца входит в ту часть, которая вам нравится, и этот свет из той части распространяется по всему вашему телу и заполняет его полностью. Хвалить себя. Хвалить себя, ай, какой я молодец, ай, какая я умница. Что-то вы сделали, у вас что-то получилось, хвалите себя. Хвалите и не допускайте каких-то мыслей, что это эгоизм. Вообще, саму концепцию, что я эгоизм или во мне есть проявление эгоизма, также выбрасывайте из своего поля, из своего, так сказать, повседневного обихода. То есть напрочь это все выбрасываем. Мы находимся в том потоке исцеления, оздоровления и любви к себе. И они, эти потоки, противоречат поношению себя, на чем свет стоит, и вот этому. Понимаете, это не просто, это программа негативная, которая создана во многих эгрегорах. И когда человек чистый, настоящий человек, оно на них и направлено по большей части, да, потому что те, у кого есть действительно реальные проблемы, и кто является махровым эгоистом, он же об этом вообще не задумывается. То есть это как раз-таки направлено на понижение, уничтожение чистых светлых сущностей, чистых светлых людей, чистых сердцем, чистых открытых разумом,
для того, чтобы они сами себя подавляли и уничтожали. Так вот, вот этот вопрос о том, что я эгоист или я как-то эгоистично поступаю, выбрасывайте из своего обихода, и пусть этот вопрос вас не беспокоит. Вы должны понимать, что это лишь одна ступенька на пути к истинной, к истинному раскрытию любви к себе, раскрытию своего сердца. Когда это произойдет полноценно, у вас отпадут и такие вопросы, и, в общем-то, придет осознание того, что эгоизма как такового не то чтобы не существует, просто это лишь одна из ступеней, да, то есть у вас все разложится по полочкам. Следующая техника, которую вам необходимо завести на свое повседневное, и я вас уверяю, это будет интереснейшим опытом для каждого из вас. Она называется призма любви или призма сердца. Что это значит? Это значит, что какое-то время, несколько дней, я рекомендую 7 дней, не меньше, для того, чтобы ее почувствовать, осознать и увидеть, как она вас меняет, как она на вас воздействует. 7 дней смотреть на все через призму своего сердца, через призму любви. Смотреть, начинайте смотреть на это тех, в первую очередь, людей, обстоятельства, свои страхи, тех животных, которые вас, возможно, пугают, на то, что у вас вызывает страх, на то, что у вас вызывает некий дискомфорт. Вы смотрите через призму своего сердца, через призму любви. То есть как это работает? Ну вот, допустим, вы боитесь змей или пауков, или, не знаю, у вас вызывают какие-то неприятные там ощущения червяки. Ну, в общем, у каждого свои страхи, да? И вы, в общем-то, на это животное открываете у себя картинку. Открываете у себя картинку и представляйте, расслабьтесь, отпустите все эмоции, все мысли. То есть у вас ваша комната должна быть пуста. У вас не должно быть в этой комнате никаких абсолютно мыслей. Глядя на это животное или там на рептилию, да, вы представляете, что из вашего сердца выходит луч света, и он направлен на это животное. То есть он направлен на экран или там блокнот, где у вас это животное, да? Он направлен на это животное, и он как будто бы создает экран, то есть он как будто бы этот свет создает линзу некую, и уже через эту линзу вы смотрите на это животное, рептилию, либо на человека, да, либо на какое-то обстоятельство. Вы смотрите на, в общем-то, это животное и ловите свои ощущения. С первого раза оно не сработает. Но, как я уже сказала, вы большие молодцы, и вы идете некими такими семимильными шагами, что меня безумно радует на самом деле. Отслеживайте свое состояние, вы будете удивлены. Эта призма, она убирает блоки, она раскрывает сердце, она убирает страхи абсолютно все. То есть вы раскрываетесь максимально.
вдруг приходит осознание того, что страха не существует, животное как животное, или рептилия как рептилия, да. Человек вредный, зловредный, на него смотришь сквозь эту призму и думаешь, ну вот такой человек, да. И здесь, понимаете, она тоже многогранная. То есть эта техника, она настолько многогранная, она отрубает связи, она убирает блоки, она очищает ваше как будто бы сознание и существо. Но это не сразу, то есть это нужно как бы на все смотреть. Ну вот это знаете как, когда я начала эту технику делать, да, пока первое время ничего не было. Но потом в какой-то момент, во-первых, ушел страх, и пришла какая-то теплота, да, пришла теплота от той рептилии, которая, в общем-то, как-то вот так вот вызывала не очень позитивные чувства и эмоции. И это связано с людьми, это связано с какими-то обстоятельствами. И потом просто как ребенок с каким-то цветным стеклышком ты ходишь и вот ко всему это вот так вот прикладываешь эту призму и смотришь на нее. То есть это очень интересно на самом деле. И она убирает огромное количество блоков. Огромное количество. Через ряд экспериментов, через эту технику у вас уйдет непонимание, у вас уйдет злость, у вас уйдет некое внутреннее сопротивление. Эту технику можно применять абсолютно ко всему и ко всем. Животным, обстоятельствам, людям. Очень яркий пример эта техника дает на тех людей, которые находятся в непосредственном вашем поле. То есть это близкие люди. Это очень хорошо отслеживается и как бы осознается с близкими людьми, с теми людьми, с которыми у вас, возможно, не было и нет понимания, коннекта, есть какие-то блокировки. Это очень хорошо работает. Но я повторю, что с первого, второго, третьего раза вы это не почувствуете и как бы не заметите. Но техника запущена, и чем больше вы будете ее применять, тем больше она будет насыщаться той энергией, той информацией, которую вы в нее вкладываете, и тем лучше она будет работать. Эта призма, она останется с вами. И если вдруг возникает какое-то непонимание, вы доставайте эту призму и смотрите сквозь нее. Что-то вдруг будет приходить, что и понимать не надо, и как-то разбираться в этом не надо, да, потому что это вообще в принципе не мое, меня не интересует, не касается, не входит в зону моих интересов, то есть ну вообще ни о чем. Что-то напротив, посмотрите и подумайте, ну бывает, да, что там скажешь. То есть это очень полезная вещь и полезный инструмент и на данный момент, и, в общем-то, на жизнь в целом. Применяя этот инструмент к своим близким, вы вместе с этой призмой дайте установку себе, что я личность, я живу и делаю так, как я хочу, я имею на это право. Опять-таки мы делаем так, как хотим, если это не вредит другим живым существам, сущностям. И близкий человек, он тоже идет по своей программе, он имеет право на свои мысли, на свои какие-то шаблоны, высказывания, идти по своему пути и выполнять свое воплощение так, как он хочет, согласно его выбору. И каждый человек, в общем-то, свободен в этом.
Есть свобода выбора, есть свобода воли, волеизъявления. И вы должны это понимать и завести себе, в общем-то, дать, позволить человеку близкому быть тем, кем он является, идти по своей дороге так, как он это себе понимает, так, как он это видит, но вместе с этим понимать, что и вы тоже идете и делаете так, как вы считаете нужным, как вы принимаете для себя решения. И применять эту призму. Поскольку это у нас заключительная лекция, я рекомендую вам использовать техники очищения. Вы можете использовать техники очищения на ежедневной основе. Это будет чистить вас, ваше пространство и, в общем-то, способствовать вашему дальнейшему росту и развитию. То, что вы можете делать на физическом плане, это ванны, солевые, содовые, это сода либо на постоянной основе, либо это какими-то курсовыми пропитием. Это да. Свое пространство, также влажная уборка с солью, либо с содой, это очень важно. Это на самом деле чистит, и вы, проводя такие, в общем-то, чистки, хорошо это будете осознавать, понимать и ощущать. Что же касается техник по очищению энергетическим образом, то их очень много. Мы с вами неоднократно разговаривали о них. Я приведу некоторые. Вы можете чистить себя посредством всех стихий: земли, огня, воды, воздуха. Вы можете использовать за один раз абсолютно все стихии. Вы можете представить, что горит костер, огонь, который не опаляет вас, но он очищает и опаляет те сущности, которые негативные есть в вас. Это можно делать на ежедневной основе, либо это можно проводить, когда вы чувствуете недомогание, апатию, упадок сил. То есть при работе с собой вы в любом случае начнете отслеживать свое состояние. И физическое, и психологическое, и энергетическое. То есть вы будете считывать те сигналы, которые вам стучат, дают. И, в общем-то, представляете, что вы входите в огонь, и, в общем-то, этот огонь, растворяетесь в нем, да, растворяетесь, то есть вы становитесь невидимым. Но то сгустки в тех местах, где у вас болит или ощущается какое-то недомогание, оно остается прежним. И этот костер, этот огонь их сжигает. Сжигает также он те нити, которые привязаны к этой штуке. Дальше вы представляете, как вы с этого огня проваливаетесь в воду. Вода смывает вас, вот как гарь, да, такая гарь. Вы уплываете дальше. Из этой воды вы выныриваете, и ветерок, воздух, вас обдувает полностью. То есть вы растворяетесь в этом воздухе и потом опять собираетесь. Дальше вы представляете, как вы опускаетесь на землю. Землю с травяным ковром. И на вас поступают сверху вниз солнечные лучи. Они полностью вас очищают, насыщают, с макушки уходят в землю и наполняют вас. И здесь вы становитесь полностью солнечным. То есть вас этот цвет насыщает. Это очень хорошая рабочая техника. Опять-таки, если ее использовать, она будет работать
все лучше и лучше. Очищение космос. Мы говорили, что эта техника, она многогранна, и она работает также на очищение. То есть мы представляем, что мы находимся в космосе. Очень важно представлять себя как бы вертикально стоящим, ни в каком другом положении, вертикально стоящим. Мы представляем, что мы становимся невидимыми, что мы становимся такими прозрачными и тонкими, и опять все, в общем-то, сваливается в космическую бездну. Дальше мы представляем, что свет центрального солнца, божественный свет любви, наполняет нас, заполняет, и мы как пикселики собираемся, наполняемся этим светом золотым и, в общем-то, становимся монолитными. И мы представляем, что у нас есть защитный кокон, от которого, в общем-то, отскакивает весь негатив и все негативные программы, которые бомбардируют нас. Также я хочу повторить, что мы из своего обихода, из своего пространства убираем такие вещи, как осуждение, как сплетни, пустые разговоры. О пустых разговорах мы еще не говорили, я заострю на них внимание. Пустые разговоры и вообще, когда мы что-то проговариваем, мы выпускаем, так сказать, пар, выпускаем энергию. То есть мы спускаем ресурс накопленный, мы спускаем потенциал накопленный. Почему говорят, что если чего-то хочешь, то не надо об этом говорить. Или вот сказал, сглазил. Нет, это не так. Это работает иначе. Когда у нас появляется какое-то желание, подкрепленное намерением, создается определенный потенциал энергии. То есть он накапливается. Когда мы это говорим, мы этот потенциал обнуляем полностью. И поэтому ничего не получается, и поэтому не происходит, поэтому что-то идет не так, и, в общем-то, не получается, так сказать, задуманное. Пустые разговоры, они действуют похожим образом. То есть, когда человек сплетничает, когда он ведет много пустых разговоров, он сливает свой потенциал. И более того, они очень работают интересно, поскольку с какого-то момента они начинают давать минусовой результат. То есть начинает запускаться некая минусовая программа, и вы сливаете настолько свой потенциал пустыми разговорами, что он уходит в минусовую зону. И в этой минусовой зоне уже на человека начинает цепляться, ну, все то замечательное говно, которое там находится, да. И здесь начинает нарастать все больше и больше комом. В общем, итак, не ведем пустые разговоры, не осуждаем, не обсуждаем. Это очень важно. Это те критерии, которые максимально вредят человеку при их использовании и употреблении. То есть на этом нужно ставить себе конкретный как бы фокус и конкретную задачу себе и, в общем-то, своему телу. Если вы думаете, что вы не ведете разговоры и никого не осуждаете или не обсуждаете, но в вашем пространстве, то есть вы как бы являетесь слушателем, да, то я вас уверяю, это действует точно так же, как если бы вы делали это сами. Поймите, пожалуйста, что это все энергия. И если вы находитесь в том пространстве с тем набором энергии, в котором
обсуждают, осуждают, ведут пустые разговоры. Эта энергия, хотите вы или не хотите, она входит в вас, она воздействует на вас, потому что мы понимаем, что все в нашем мире это волна. И мы это волна, мы вибрация. И все те вещи, сущности, люди, животные, это все вибрация. Мы уже научились отслеживать свои мысли. И вы должны четко понять, что мысль – это энергия для творения. То есть одна мысль, одно действие. Это работает в идеале, так должно быть. И мы к этому должны стремиться. Одна мысль, одно действие. Во время вашей работы и даже по завершению этого курса к вам будут приходить огромное количество инсайтов. То есть работа на этом не остановится. Это только самое-самое начало. И вы будете как исследователи, вы будете как путешественники, как археологи. И интерес будет приходить все больше и больше. Так вот, не останавливайтесь, вам будут приходить инсайты. Очень странные порой, их не нужно обдумывать, их нужно просто делать. То есть с вами начнут общаться ваши хранители. И это будут звездные хранители, это будут родовые ваши хранители, те, которые по воплощению здесь в определенном роду, да. Это будут те хранители, которые непосредственно здесь и сейчас с вами. И для того, чтобы каким-то образом убирать те или иные блоки, вы этого, может, и не понимать будете, вы это будете не осознавать. Но вам будут приходить такие какие-то странные мысли. Ну, вот, допустим, 12 ночи вам говорят: встань, пойди подмети двор. Или пойди искупайся. Или, ну, совсем вот в какие-то неурочные часы, да. Или вы едете на машине, вам скажут: остановись здесь. Придет такая мысль, да, остановись здесь. Или придет мысль: пойди в какое-то конкретное место. Или сделай что-то. То есть вам будут приходить те мысли, та информация, те задания, которые вам нужно именно встать и сделать. Без рассуждения, без внутреннего какого-то диалога дополняющего, а зачем, а почему, а что это, откуда это. У каждого они будут свои. Когда вы это будете делать, к вам будет приходить какая-то совершенно невероятная энергия. У вас будет улучшаться настроение. Будут такие задания, которые вот прям вообще надо наступить себе на горло и сделать это через «не хочу», через «не могу». Таким образом, вас будут направлять для того, чтобы убрать какие-то блоки. И это могут быть блоки этого воплощения, это могут быть блоки других воплощений, это могут быть родовые какие-то блоки. Понимаете? И вам не будут это все вываливать вот так перед вами на тарелочку. Нет, вам будут говорить какие-то конкретные задания, вам будут приходить эти мысли. Вам просто нужно будет это вставать и делать. Не рассуждать, не копаться в себе, не задавать дополнительных вопросов, потому что дополнительных ответов вы не получите. Вам просто нужно будет брать и делать. Таким образом вас будут направлять и вести в нужном, конкретном для каждого из вас направлении. Я еще раз повторю, что перед нами никогда не открывают все двери, все возможности и не вываливают всю информацию, поскольку очень много вариантов, есть выбор, есть воля, и на каждом узле, на каждом повороте есть варианты, и у каждого варианта есть свои дальнейшие истории.
Понимаете? Поэтому, как говорят, дорога появляется под ногами идущего. И это самое, что ни на есть истинное положение, которое, в общем-то, я вижу на данный момент. За каждой дверью будет открываться другая дверь. За каждым поворотом будет открываться другой путь. Просто нужно идти по направляющим. И этими направляющими как раз в данном случае будут являться какие-то странные мысли, да, которые приходят, но направленные на какое-то конкретное действие. Поэтому берите, не рассуждайте и просто делайте. Таким образом вас будут направлять, вести в нужном вам направлении, избавляя от каких-то блоков, препятствий, таким образом преодолевая какие-то вам неизвестные сути, сущности, да, то есть тут просто нужно будет следовать. Странные мысли и странные задания, они неостановимы, то есть это будет идти постоянно. Это нужно воспринимать как норму жизни, и тот эффект, который вы будете получать, он вам будет нравиться, потому что действительно через каждое такое движение приходит огромное количество энергии, приходит приятное ощущение, приходит ощущение своего какого-то могущества, да, своего какого-то могучества, то есть будет на душе очень радостно, будет радостно, полно, и будете как-то искриться от этого, то есть это очень интересное ощущение, и оно будет каждый раз, в общем-то, увеличиться. В некоторых случаях вам могут открыть по преодолению чего-то, по прохождению чего-то, зачем это было нужно, да, что для этого, но только после. Ну вот я приведу пример. В какой-то момент я дико была привязана к своей машине, просто дичайше была привязана к своей машине. И в какой-то момент мне сказали, что пришло время с ней расстаться. И пришло время, значит, пришло время. Но мне пришлось наступить себе просто не только на горло. И дополнительные вопросы в этом случае, они не срабатывали. Почему? Зачем? С чем это связано? То есть, вообще, надо, значит надо. И еще в некоторых случаях они вот просто закрываются. То есть они тебе дали задание, они тебе дали информацию. И дальнейшее бесполезно задавать вопросы, смотреть, пытаться там проникнуть за какую-то эту. Нет информации, закрыто. Информация пришла только после, да, только после того, как я продала машину. Информация пришла после. И, конечно же, зная эту информацию, расставаться с ней мне было бы легче. Но, видимо, таков, в общем-то, весь смысл, да, в преодолении, в доверии и в выборе. То есть соблюдаются правила Вселенной, соблюдается выбор. И на таких ключевых моментах жизненных никому не открывается вся информация. То есть есть узловые моменты, которые связаны с важным направлением, с важным выбором, от которого зависит дальнейший вектор движения. И на этих узлах полная информация никому не раскрывается, не вываливается. Это, в общем-то, правила Вселенной, по которым живем каждый
во Вселенной, мы с вами знаем то или не знаем то. Вообще, дорогие мои, будьте исследователями. Вы и есть уже исследователи. И то, что все вокруг вас меняется, потому что меняетесь вы, меняете свою энергию, меняете свои вибрации. От этого происходит воздействие на ваше окружение и вообще на все то и на всех тех, которые попадают в это окружение. Это очень интересно наблюдать. И я вам рекомендую быть исследователями. То есть мы такими и являемся. Мы играем с вами в игру, и мы идем определенный путь с определенной задачей. Да, мы светлячки, да, мы звездный десант. И мы уже исполняем свое предназначение. Но когда ты идешь по этому пути, раскрывая себя и раскрывая вообще всю суть этих вещей, опять-таки, через познание себя, это очень интересно. И безгранично. В этом и заключается как раз-таки замысел в постоянном росте. Если мы растем, мы идем естественным путем, мы развиваемся. Как только прекращается развитие, как только останавливается развитие, все, остановка развития – это смерть. Дальше идет деградация. Поэтому все призвано, в общем-то, во Вселенной идти по пути развития. Что я хотела сказать, что меняемся мы, и меняется мир вокруг нас. Вы будете идти и развиваться, и в какой-то момент, вполне возможно, у вас это произойдет намного раньше, чем это получилось у меня. Я это называю цветок жизни. Цветок жизни – это... У меня были вопросы, почему везде этот лотос, да? И я не понимала, почему везде этот лотос. Но на самом деле цветок жизни, он выглядит как лотос. То есть то, что я увидела, это действительно было похоже на лотос. Это удивительное чувство, это удивительное состояние. В какой-то момент, и даже не важно, где вы будете находиться, то есть оно просто приходит, и все. И ты понимаешь, что ты на самом деле в каком-то иллюзорном мире, в какой-то игре, и от того, что ты посреди улицы, посреди белого дня там встанешь, раскинув руки, и будешь кайфовать от той энергии, которая будет снисходить с тебя, и ты предстанешь перед самим собой в виде этого лотоса, который встраивается в систему Вселенной и растворяется в ней. И ты каждой клеточкой своего организма чувствуешь и понимаешь, что малое в большом, большое в малой, что ты являешься составляющей частью всего сущего. Это наикрутейшее. То есть это пока самое лучшее ощущение и самое лучшее из того, что происходило. Самое мощное, я бы сказала, самое мощное ощущение – это когда ты ощущаешь и осознаешь, понимаешь свое могущество. Это когда ты просто каждой клеточкой своего вообще сущего осознаешь, что весь мир создан для тебя. Ну, это не передать словами. Я уверяю вас, что с вами это тоже будет, и это будет прекрасно. Это не конец развития, нет, это какой-то конец какого-то этапа. И поверьте, он будет раскрываться по мере того, как вы будете все развиваться, идти дальше, изучать, интересоваться, любопытничать. То есть это неостановимый, безграничный абсолютно поток
Я хочу вам сказать, куда мы с вами идем. Я видела эти картины, опять-таки мне сложно, возможно, будет передать это словами, потому что та красота, те прекрасные формы жизни, которые мне показали в будущем на нашей планете, насколько возможно красочно, я постараюсь передать. В первую очередь я хочу сказать, что организм, физическое тело очищается, перестраивается. Вы неоднократно слышали, что меняется структура ДНК, подключаются те нити, те ветки, которые были доселе отключены. И это действительно так. Это способствует увеличению продолжительности жизни. Увеличиваются энергии. И с 25 октября 2022 года вектор движения планеты и цивилизации человечества, он перешел на свой максимально лучший вектор из всех возможных. И это благодаря нам, каждому из нас, каждому из вас, благодаря работе, благодаря поиску, благодаря тому свету, который через вас присутствует на планете, и подключена схема, подключена сетка. Через нас будет подключено определенные места, где каждый из нас находится. И есть конкретные силовые кристаллы. И эти кристаллы через каждого из вас, через меня, они будут подключены, в общем-то, для того, для чего они здесь находятся. У кого-то из вас могут возникнуть, может быть, уже возникли, ощущения тяжести от употребления животного белка. Это нормально, и мы должны понимать, что в целом эта пища, она не предназначена для человеческого организма, для физического нашего тела. То есть это некий такой запасной вариант питания, аварийный, так скажем. И он не предположен на продолжительное как бы применение, да? Нет, человек. Более того, каждый из вас может этой темой заинтересоваться. Есть огромное количество светлых людей, действительно, профессоров открытых, незамызганных, которые раскрывают эту тему и говорящих о том, что это противоестественно. И влияние животного белка на физическое тело человека, оно губительно. Оно не перерабатывается и воспринимается организмом как нечто чужеродное. Чужеродное тело, это вы можете понять, подумав о занозе. То есть отсюда берется в человеческом теле гной, сопли, слизня и все остальное от того, что не перерабатывает тело, организм, этот физический белок. Как бы рекомендации переходить на более естественную еду. Крупы, овощи – это то, что, в общем-то, как раз-таки и предназначено для... Это и будет и облегчать энергии, это будет облегчать ваше физическое тело. Ну, в общем, я немножечко отклонилась. Итак, по своим родителям я скажу, что их, благодаря вот этим всем изменениям, к их, в общем-то, запланированному, так скажем, жизненному пути добавлено уже десятки лет. К моему поколению уже добавлено
больше лет. Вообще мы идем к тому, чтобы определять свое нахождение в воплощении на Земле самостоятельно. Я говорила, что человеческое тело, оно было создано с безграничным, в общем-то, потенциалом к использованию, да, то есть у него нет на самом деле какого-то ограничения по годам. Отравляющая атмосфера, негативные сущности, негативные вибрации, в общем-то, все, и плюс еще сам человек, это все сокращает использование этого инструмента, да, физического тела. Мы войдем в космический союз, и Земля будет полностью очищена от мусора, она будет очищена от негативных каких-то ядовитых веществ во всех сферах. И это будет та цивилизация, которая была изначально, которая была, в общем-то, как и задумана, и запланирована. Не будет финансовой вот этой паразитарной системы абсолютно. Будет система, которая дает каждому воплощенному все то, что ему нужно, все то, что ему нужно, все то, что он хочет по праву рождения, по праву воплощения, как оно и задумано. Те картины прекрасные, которые я вижу, они просто прекрасные. И каждый выберет для себя, это полное отсутствие границ, каких-то государств, стран не будет. Будет одна человеческая земная цивилизация. Все станут одной расой, как оно и есть, землянами, терианцами. Более того, мы будем способны формировать свое физическое тело по своему желанию. Но все будут очень красивые. Все будут очень красивые. И, в общем-то, выглядеть будут все в большинстве своем, ну, как скажем, одного так возраста. То есть все будут очень красивые. Будут летательные аппараты. Абсолютно чистые, абсолютно безопасные. И каждый будет, так как мы войдем в космический союз, все станет нам доступно. И другие цивилизации, и другие планеты. И каждый будет выбирать волен, где ему, собственно говоря, жить, где он хочет находиться, в каком месте. Будут очень красивые каменные дома, знаете, это будет такой некий ретро-стиль. Будут высотные дома, это для любителей, в общем-то. Каждый выберет по своему желанию, по своему комфорту ту форму дома, тот уголок планеты или тот уголок Вселенной, где он хочет, в общем-то, быть. Не будет никаких ограничений. Многое, не то что многое, все будет доступно, в общем-то, человеку. И телепатия, и телепортация, и левитация. То есть все это, оно станет как бы раскрытым. Оно будет в обиходе постоянно. То есть это очень здорово. Вот к чему мы идем, к чему идет планета Земля и к чему идет человеческая раса. Еще будут доступны на самом деле путешествия во времени. То есть по желанию это как
некая такая туристическая услуга. Ну, как я это вижу. Как я это вижу. Я так думаю, потому что по ощущениям, которые я испытываю, это как будто бы попадаешь в Париж годов 70-х, 80-х, где-то так. Так что, мои дорогие, вот в этот прекрасный мир мы с вами и движемся. И мы помогаем своей работой, своим трудом, своим светом, тем, как мы через себя меняем свое личное пространство, тех людей, кто в него попадает, тех людей, с которыми мы взаимодействуем, отдаем свет, энергию своей души, тем самым мы помогаем планете, человеческой цивилизации, и для этого мы сюда пришли. В общем-то, прийти максимально быстро к этому прекрасному миру в это прекрасное время. На этом я с вами, мои дорогие, прощаюсь. Мы с вами еще увидимся на общем, в общем-то, собрании. Но на этом, мои дорогие, все. Пока-пока.